Всем привет, друзья! С вами Малина Travel. Сегодня я расскажу вам, как в августе 2022 года получить ВНЖ в Турции, или по-другому он называется ИКАМЕД. Я расскажу вам, какие бывают основания для получения ВНЖ, также про получение для пенсионеров и для детей. Дам пошаговую инструкцию для тех россиян, которые хотят сделать это самостоятельно, без посредников. Ну а в конце я вам расскажу ответы на самые распространенные вопросы и расскажу, как избежать самых частых ошибок в заполнении и в подаче документов. Небольшой лайфхак для тех, кто собирается заняться вопросом о ВНЖ. Добавьте это видео в закладки, вам все равно придется к нему возвращаться, смотреть, какой список документов вам нужно подавать. Можете делиться этим видео с друзьями, которые хотят жить в Турции. Ну и подписывайтесь и ставьте лайки. Как вы, наверное, уже и сами знаете, что длительное пребывание в стране, в Турции, требует документа ИКАМЕД. Но многие заблуждаются, думая, что ИКАМЕД, то есть вид на жительство, дает только лишь долгосрочное пребывание. Давайте вместе разбираться с этим вопросом. Дело в том, что ВНЖ наделяет иностранство всеми правами, как и турецкого гражданина. На всякий случай уточню, речь идет о туристическом ВНЖ, который чаще всего наши соотечественники и пытаются получить. Давайте подробно расскажу вам, что дает туристический ВНЖ и какие права у вас есть. Первое – это возможность лечения в местных больницах по страховке, но страховка приобретается отдельно. Второе – это возможность приобрести автомобиль и получить местные права. Третье – это оформлять кредиты, ипотеки. Четвертое – отдавать учиться ребенка в общеобразовательную школу. Пятое – пользоваться скидками на вход на достопримечательности для граждан. Например, купить карту для посещения музея в Стамбуле не за 375 лир, а за 70 лир. Шестое – бесплатно изучать английский язык и турецкий язык. Седьмое – получать шенгенскую визу. В случае получения ВНЖ и нахождения на территории страны более полугода вы становитесь налоговым резидентом, то есть вы обязаны платить налоги. Так что же все-таки запрещает турецкое ВНЖ? Первое – это вам запрещено голосовать. Второе – вы лишены возможности трудоустраиваться на официальную работу. Но если вдруг вы решите сделать это неофициально, то, скорее всего, если вас поймают, вас депортируют из страны. Право на работу есть только у тех, кто получил ВНЖ путем открытия рабочей визы напрямую от работодателя. Разрешение на проживание в Турции может быть краткосрочным и долгосрочным. Все зависит от того, что вас побудило проживать конкретно в этой стране. А далее мы рассмотрим именно долгосрочную визу. Мы немного перебазировались. Недоступные для ВНЖ районы. Турция с 1 июля ввела квоты на проживание для иностранцев. Тут речь идет о Министерстве внутренних дел Турции, об ограничении вида на жительство для иностранцев в определенных районах крупных городов до 20% от местного населения. По словам Министерства Сойлу, это правило фактически закрыло 1200 районов для большего числа иностранных жителей. Это точно касается новых ВНЖ и переездов в эти районы. Что с покупкой жилья или продлением действующего ВНЖ, пока непонятно. Но вроде поговаривают, что если ВНЖ у вас уже есть и вы хотите его продлить, то, скорее всего, у вас это получится. Уточняйте информацию. Список недоступных для ВНЖ районов я прикрепляю вам. Ну а теперь об основаниях получения ВНЖ в Турции. Такими в 2022 году являются. Первое – это недвижимость в собственности на территории Турции, но при условии того, что вы вписаны в ТАПУ. Это документ на право собственности. Второе – долгосрочная аренда. С 1 января 2020 года это основание есть только у России, стран Евросоюза, США
и Канады. Кто первично получает ВНЖ по аренде без собственного жилья и заехал в Турцию после 10 февраля 2022 года, таким выдают ВНЖ сроком на 6 месяцев. Третье – это воссоединение с семьей. Если ваш близкий родственник проживает на территории Турции на легальных основаниях. Четвертое – это официальное трудоустройство. Но в таком случае открытие рабочей визы делаете не вы, а компания, которая вас нанимает. Пятое – это открытие бизнеса в Турции. Шестое – получение образования в турецком университете, либо на языковых курсах. Седьмое – это прохождение лечения на территории Турции. Восьмое – посещение страны в качестве туриста, если вам достаточно всего 3 месяцев. Но если вы выберете этот способ, 60 дней вы можете находиться в стране непрерывно. Нужно будет покинуть Турцию и заехать снова еще на 1 месяц. Всего в полугодие вы можете находиться тут 90 дней. Девятое. ВНЖ дается беженцам и жертвам торговли людьми. Если вдруг вы уже находитесь на территории Турции, я дам вам номер телефона, по которому вы можете позвонить и узнать всю информацию по получению икамета, то есть ВНЖ. По данному номеру можно получить информацию на русском языке. Я прикрепляю его здесь. Ну а теперь приступим к пошаговой инструкции. Каждое из оснований для ВНЖ требует определенного пакета документов. Для граждан из разных стран правила получения вида на жительство, сроки, госпошлины, все существенно различается и постоянно меняется в соответствии с законодательством. Единственным официальным источником информации по получению вида на жительство является сайт миграционной службы Турецкой Республики. Очень удобно, что на официальном сайте в интерфейсе можно переключиться на русский язык. И именно на этом сайте мы будем заполнять заявление. Но есть очень большое количество нюансов. Сейчас я вам про них расскажу. Первое. Услуги посредников стоят недешево. По факту их работа заключается только в том, что они за вас заполняют заявление на сайте, иногда даже с ошибками, а все необходимые справки придется делать вам самим, также оплачивать госпошлины самим. А если это требуется делать не на одного члена семьи, а на 4, допустим, соответственно, все расходы умножаются на 4. Второе. Будет очень много желающих вас обмануть. Ну а если вы будете владеть информацией, будет сделать это практически невозможным. Ну а сейчас очень важная информация. На сайте миграционной службы написано, чтобы вы ни в коем случае не передавали свои документы третьим лицам, делали все самостоятельно, потому что сейчас на данный момент участились факты предъявления поддельных документов. Почему? Вам нужна наша пошаговая инструкция, потому что каждый следующий шаг невозможен без предыдущего. Например, нет смысла подавать заявление без получения налогового номера. А налоговый номер возможно оформить только имея адрес квартиры, ну и так далее. Шаг номер 1. Получение выписок со своих счетов. Это совершенно не обязательный, но очень желательный шаг. Находясь на родине, необходимо предварительно заказать и получить выписки со всех ваших банковских счетов с оборотами по месяцам за последние 12 месяцев. Выписки должны быть заверены печатью банка. Чаще всего вас эту справку просто не попросят, но имейте в виду, что сотрудники миграционной службы имеют на это право. Шаг номер 2 – это купить местную сим-карту. Точек продаж и салонов сотовой связи достаточно, и они находятся буквально на каждом углу. Для оформления симки вам потребуется загранпаспорт. Симку вам выдадут туристическую на 3 месяца. Далее, как вы получите ВНЖ, вы можете прийти в этот салон сотовой связи и оформить симку уже на свой личный ID. Мы покупали себе сим-карту в салоне Туркцell. Шаг номер 3. Вам нужно арендовать, или купить квартиру. Самый простой и быстрый способ, конечно же, снять жилье. Если вы достаточно мобильный человек и хорошо владеете переводчиком на вашем телефоне, или вдруг вы знаете турецкий язык, то вы можете самостоятельно найти квартиру, используя сайт Сахибинден. Это что-то по типу нашего сайта Циан, либо Домофонд, либо Яндекс.Недвижимость. Ну, а если вы не хотите с этим заморачиваться, вы, в принципе, можете обратиться к риэлторам. На данный момент никого посоветовать не можем.
сами к риэлторам мы не обращались. Но будьте очень бдительны, если хотите воспользоваться именно таким способом. Также очень важно уточнять, могут ли вам сделать нотариально доверенный договор на весь срок вашего пребывания. Так как посуточная аренда квартир в Турции является запретом, договор аренды квартир делается сроком на 1 год. Оформлением договора в большинстве случаев занимается риэлтор. Для оформления необходим будет только лишь паспорт. Как правило, это заполняется на стандартном бланке, который можно купить в любом киоске. Имейте в виду, что в договоре могут прописать меньшую сумму аренды квартиры для того, чтобы сам хозяин квартиры платил меньше налогов. Для снятия квартиры в аренду обычно требуется оплатить 3 платежа. Первое – это комиссия агенту, чаще всего она 100%. Второе, вам необходимо оплатить депозит, то есть залог за квартиру. И третье, это месячный платеж. Именно таким образом в первый месяц платеж за квартиру можно умножать смело на 3. То есть, если вы приехали в Турцию в туристический сезон, квартиры стоят около 10 тысяч лир, то, скорее всего, вы отдадите 30 тысяч лир. Очень важный совет, если вы не знаете вашего риэлтора лично, не отдавайте ему всю сумму сразу. Вы можете внести залог для того, чтобы понравившаяся квартира не ушла, ее, допустим, сняли с объявления. Внесите залог половину стоимости квартиры. Этого будет достаточно. Но если вы покупаете недвижимость в Турции, то получить ВНЖ будет намного проще. Вместо договора долгосрочной аренды, заверенной нотариально, вам требуется прикрепить документы на право собственности вашего нового жилья, то есть ТАПУ. Шаг номер 4 – это регистрация собственного налогового номера. Это документ, по-русски наш ИНН. Он выдается в налоговой службе в формате А4 по месту жительства. Для этого вам потребуется: первое – это загранпаспорт, второе – это адрес жилья, где вы проживаете. И третье – это копия паспорта с разворотом фото, на которой будет написано фамилия, имя, отчество вашего отца и вашей матери латинскими буквами. Вся процедура абсолютно бесплатная и занимает всего лишь минут 5. Как только вы получите свой налоговый номер, обязательно сохраните его к себе на телефон, потому что он еще много где вам пригодится. В офисе налоговой инспекции также можно оплатить госпошлину за ВНЖ, пластиковую карточку для нового ВНЖ, госпошлину за регистрацию сотового телефона, оплатить налоги на автомобиль и другие налоги. Шаг номер 5 – это сделать фото. Вам потребуются биометрические фотографии в количестве 6 штук в любом из фотосалонов. В принципе, все фотографы знают, что это такое и как это правильно делается. Главное иметь при себе флешку. Следующий шаг, номер 6, это покупка страховки. По-турецки она называется сигорта. При первичном обращении вы должны прикрепить оригинал договора, заверенный либо электронной подписью, либо обычной, и печатью. Ну а при продлении ВНЖ вам достаточно будет принести копию полиса, заверенную печатью вашей страховой компании. Очень важно знать, что для детей до 18 лет и для пожилых людей после 65 лет страховой полис не требуется. Стоимость страховки зависит от возраста человека и от пола. Да, для женщин страховка обходится немножко дороже. Обязательное требование к страховке для ВНЖ – покрытие расходов на амбулаторное и стационарное лечение, лекарства и медицинские материалы. Страховой полис можно получить в любом офисе продаж. Там будут говорить по-английски, иногда даже по-русски. Самые популярные компании я покажу вам здесь, на этом экране. Дата начала вашего ВНЖ будет считаться датой начала вашей страховки. Очень важно, что самая недорогая страховка ничего не покрывает, и при обращении в медицинское учреждение вам, скорее всего, придется за все доплачивать. После оплаты страховки вам выдадут на руки 2 экземпляра. Один
будет для вас, а второе будет для получения ИКОМЕД. Через 2 недели вам необходимо будет прийти в страховую и получить карточку для поликлиники. Требования к страховке с официального сайта миграционной службы. Страховку и ИКОМЕД необходимо носить всегда при себе. Только так вам смогут оказать первую помощь, а ИКОМЕД считается вашим паспортом. Шаг номер 7 – это открытие счетов на воду и электричество. То есть для того, чтобы открыть счет в банке, вам потребуется открыть счет по коммунальным платежам. Это будет являться доказательством того, что вы действительно проживаете в арендованной квартире. Сотрудники миграционной службы, как я уже сказала, вправе попросить ваш счет в банке. Но они, конечно, могут этого не сделать, но вы все-таки заранее продумайте, чтобы потом не терять на это время. Шаг номер 8 – это открытие счета в местном банке. Счет в банке открывается бесплатно, для этого вам потребуются следующие документы. Первое – это загранпаспорт. Второе – это ИНН, ваш личный налоговый номер. Следующий пункт – это квитанция об оплате страховки от землетрясения. Следующая оплата депозита за регистрацию счетчиков на воду и электричество. И пятое – это договор аренды квартиры. Шаг номер 9 – заполнение анкеты для получения нашего ВНЖ. Сайт я оставлю вам в ссылочке в описании. Это сайт миграционной службы. Повторюсь, на сайте можно переключиться на русский язык, и есть возможность сохранения вашего заполнения анкеты, если вдруг вы хотите продолжить немного позже. Дату начала нашего ВНЖ вписываем дату начала нашей страховки. После заполнения всех документов вам назначится дата встречи в миграционной службе, она же дата рандеву. Есть возможность выбирать дату самостоятельно. Свободные окошки будут месяца через 2-3, не пугайтесь, с момента подачи заявления вы находитесь в стране легально, даже если дата рандеву у вас назначена через 3 месяца. Шаг номер 10. Проходим собеседование на получение ВНЖ и оплачиваем госпошлину. Квитанцию об уплате госпошлины вы можете оплатить в кассе миграционной службы. Также стоимость вы узнаете только на собеседовании. Итак, давайте пройдемся по полному списку наших документов. Первое – это заполненное заявление на ВНЖ с вашей подписью. Второе – это загранпаспорт с копиями, заверенные у турецкого нотариуса. Третье – это выписки с ваших счетов, банков, в том числе и турецкого банка. Четвертое – это биометрические фотографии в размере 4 штуки. 2 возьмите на всякий случай. Пятое – это договор на личное медицинское страхование. Шестое – это нотариально заверенный договор аренды. Седьмое – копия паспорта владельца квартиры. Восьмое – копия ТАПУ на эту квартиру. Это документ, повторюсь, о праве собственности. Девятое – для детей свидетельство о рождении. Ну и десятое – папку для документов. Также обязательно держите в голове ответы на вопросы, которые вам могут задать на собеседовании, чтобы вдруг не растеряться и не вызвать подозрения у сотрудника миграционной службы. Типовые вопросы, которые могут задать вам на собеседовании, я прикреплю вам здесь. Важный момент, что до рандеву желательно не покидать территорию Турции, так как в получении ВНЖ вам могут просто отказать. Само собеседование занимает всего минут 15-30. Если вдруг вам не хватает каких-то документов, вам дают срок около 2 недель, чтобы вы что-то донесли. Либо, если результат собеседования положительный, вам об этом говорят и отправляют документы в обработку. Сейчас вы получите ответы на часто задаваемые вопросы по оформлению ВНЖ. Первое – это срок действия вашего загранпаспорта до окончания ВНЖ должен быть не менее 4 месяцев. Второе – свидетельство о рождении ребенка
до 18 лет, либо свидетельство о браке, свидетельство о разводе, вы заранее должны апостилировать в стране, где его выдали, и обязательно перевести на турецкий язык в аккредитованном агентстве переводов. Ну а перевод вам потребуется заверить нотариально. Ну а если вдруг ваш документ оказался без апостиля, то этот вопрос можно решить, находясь в Турции. Агентство. Ну, а все остальное подскажут вам там. Если в свидетельстве о рождении отец не указан, а отчество написано со слов матери, требуется справка с отдела ЗАГС вашей страны, где его выдали, апостилированная, переведенная на турецкий язык и заверена нотариально. На детей, если вы проживаете отдельно, требуется согласие отца, переведенное на русский язык и также заверенное нотариусом, на получение вида на жительство, на получение образования, а также на получение медицинского обслуживания. На сегодняшний день подтверждение своих доходов, как правило, не обязательно, но сотрудник в индивидуальном порядке может запросить у вас эту информацию, так же, как и справку о несудимости. ВНЖ для пенсионеров и для детей. В некоторых странах ВНЖ для пенсионеров идет по отдельной статье и считается как совершенно другой вид на жительство, но в Турции пенсионер дает документы ровно так же, как и человек среднего возраста, по общим правилам. По поводу детей, если вы находитесь в разводе и не живете совместно, то это немножко может усложнить ситуацию. Дело в том, что в законодательстве Турецкой Республики есть некоторые пункты, которые требуют присутствия отца. Например, готовый вид на жительство отсылается по почте, и получить его может только отец. Ну или должно быть письменное разрешение от отца, переведенное на турецкий язык и нотариально заверенное. Если таково согласие у вас одно, здесь возникает проблема. Вы этот документ отдаете на изготовление ВНЖ, а как только ВНЖ будет готов, вы не сможете предоставить согласие от отца. Делайте заранее 2 нотариально заверенных документа. Частые ошибки при заполнении ВНЖ – это орфографические ошибки или несоответствие личных данных. Второе – это неполный пакет документов. Третье – это если вы забыли поставить апостиль на свидетельство о рождении, свидетельство о браке. Следующая частая ошибка, когда вы забываете перевести на турецкий язык ваш документ и нотариально его заверить. Пятая частая ошибка – у вас не хватает копий ваших документов. Шестое – это когда вы забываете прикладывать квитанцию об оплате госпошлины. Восьмое – это неверно указанный адрес. Девятое – это неверно указанный номер телефона, либо вообще не указанный. Так что будьте очень внимательны, проверяйте каждый пункт по несколько раз, чтобы не допускать ошибок. Как и где вам выдадут карточку ИКАМЕД? От миграционной службы вам придет уведомление, что ваш ВНЖ готов. Далее на ваш адрес, указанный в анкете, курьером вам будет доставлена карта. Доставка курьером производится в течение 2-5 рабочих дней. В случае отсутствия вас по указанному адресу, ваша карточка будет доставлена в ближайшее почтовое отделение PTT. Имейте в виду, что по закону после получения ИКАМЕД вы обязательно должны зарегистрироваться в квартире, которую арендуете. Сделать это вы можете в том же месте, где и проходили рандеву. Делается это бесплатно. Ну а если вы этого не сделаете, вам выпишут штраф. Еще раз вам большой совет: будьте очень внимательны, не пропускайте ни одного из пунктов, потому что все взаимосвязано, иначе вы потеряете очень много времени. Чтобы получать больше полезной информации о Турции, о путешествиях, о миграции в другие страны, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, обязательно ставьте колокольчик, и вы будете в курсе всех событий. Ну а я с вами прощаюсь, пока!